Всем привет, винтажники! Мы продолжаем с вами распаковку огромного аукционного лота из Америки весом почти что в 3 килограмма. И сегодня у нас уже осталась финальная часть на распаковку. Я покажу украшения, ради которых я участвовала в торгах за этот лот и выиграла его. Начнем мы с того, что оказалось ближе всего. Это браслет. На замочке мы видим с вами маркировку 925 и две буковки ТА. И внизу какой-то логотип бренда. Сам логотип мне ни о чем не говорит, а маркировка 925 означает, что замочек, фурнитура, выполненный из серебра 925 пробы, и, возможно, это производство Таиланд. Камушки — это какие-то натуральные камни. Показываю вам их на просвет. И опять такие серебряные вставочки. Красивый браслет встречает нашу распаковку. Вот так браслет выглядит на руке. Следующими сильно просятся эти бусы, колье. С камнем похожим, очень похожим на гематит. Он холодный. И я предположу, что это натуральный камень. Вставки из такого камня под тигровый глаз с красивым сиянием внутри. Обожаю бусины с таким сиянием, они всегда смотрятся с каким-то вау-эффектом и хочется разглядывать. Достаточно длинное колье, замочек старенький, бочонок. Предположу, что это 50-е, 60-е года. Так, браслет. Еще один браслет. Красивой формы. Он очень качественно сделан. У него качественный металл и эмаль двух оттенков. Маркировочек я не вижу. Но я предположу, что это, скорее всего, какой-то бренд, который, возможно, выпускал комплекты с сережками или колье в таком дизайне и маркировал что-то одно из них, потому что в 80-е, в 90-е не все бренды маркировали свои изделия. Иногда они маркировали, например, только клипсы со всего комплекта. Застегивать не буду, он достаточно на меня большой, на крупную руку, но смотрится роскошно, я бы сказала. Обожаю такие вещи, и выглядят они, конечно, невероятно стильно. И поскольку я вижу уже то, ради чего я заказывала и участвовала вообще, собственно, в торгах за этот лот, это серьги. Когда я их увидела на фотографиях, весь лот был перемешан между собой, было сложно понять, что там к чему, если оно все в парах или нет. Но эти сережки лежали рядом и лежали парой. И это абсолютные фавориты, это абсолютно мой вкус. Я обожаю такие вещи с эмалью, яркие, акцентные. При этом они не слишком тяжелые. И это, конечно же, бренд Liz Claiborne. Есть небольшие сколы покрытия на одной из сережек, но для винтажных вещей это совершенно не критично. Это часть их жизни, и никуда от этого не уйдешь. И как мне кажется, с этим браслетом это чудесная пара. Как вам такая находка? Как вам, собственно, эти украшения? Потому что я, если честно, в восторге. Я их 100% буду носить всегда и часто. Это абсолютная моя любовь. Поэтому я отдам вам сегодня самое яркое место на нашем столе с обзором. Вижу нитку с натуральным, скорее всего, речным жемчугом. Она очень легкая, при этом очень длинная. Я ее пока оставлю вот так в коротком виде, но, скорее всего, в двухрядном состоянии ее одеть будет невозможно, так как нет застежки. Носится она вот как раз таки в свою полную длину. Красивая нитка, я всегда рада таким находкам. Сложно, конечно, по ней определить и сказать, к какому периоду она относится. Это может быть абсолютно разный возраст, от
40-х, 50-х до начала нулевых. Но, тем не менее, состояние у нее классное. И находка у нас прекрасная. И еще одни серьги с металла, вставки из, скорее всего, камушки, стекло. У нас есть потеря пару камней. На одной сережке я вижу, что не хватает 2 камушков. На второй сережке не хватает 1 камушка. Центральные камни целые. И подвесочки выполнены из, скорее всего, стеклянных бусин с огранкой. Так, двигаемся дальше. Божья коровка. Инкрустированная кристаллами из стекла. Так, и что это у нас такое? Ага, она на магните и подвижной цепочке. Затрудняюсь сказать, что это за украшение. Но, возможно, это магнитный зажим на платок. Напишите в комментариях, если вы знаете, для чего используются подобные украшения. Сохранность у него великолепная. Магнит достаточно сильный. Маркировок я не вижу. Дальше. Вижу клипсу и пару к ней. Кольца в изогнутой форме. Яркий представитель 80-х, 90-х. Маркировочек тут нет. Но, кстати, у них даже вот эти накладки на прижимную лапку сохранились в хорошем состоянии, они достаточно мягкие. Ну, такие крупные акцентные кольца также никогда не выходят из моды. Мне кажется, это вообще вечная форма украшения. Всегда актуальная и подходящая абсолютно под любой наряд. Еще одни клипсы. Это пластик объемный, 80-е. Маркировок тут нет. Но они очень легкие, летние и, я бы сказала, даже сочные. Сейчас покажу вам еще одни клипсы. Это также 80-е. Белые клипсы из пластика. Такого, видите, чуток срезанной, скошенной формы. И многие в недоумении спрашивают, почему старые винтажные украшения делались из пластика. Как-то это нелогично и якобы не соответствует стандартам качества. 80-е, 70-е дизайнеры стремились быть инноваторами в своей области и использовали самые новые передовые материалы в украшениях. И пластик, включая бакелит, люцит и прочие его формы, был невероятно популярным материалом, потому что он позволял делать самые разные формы изделий и самые разные дизайны. Поэтому, конечно же, производители бижутерии очень любили работать с новыми материалами и стремились выжать из этого максимум. А у нас клипсы, здесь есть маркировочка, это бренд Trifari. Очень приятная находка. Я думаю, это яркие представители 80-х. И приятно, что это бренд Trifari. Такие очень стильные серьги даже на сегодняшний день. Так, браслет. Мы его случайно вытянули в предыдущей распаковке. Если вы ее не смотрели, я закреплю ссылочку выше, чтобы вы могли открыть и посмотреть. Так, вижу тут много интересных шармиков. Значит, подвеска с кольцом имеет утраты камней. Далее идут подвесочки. Не знаю, должны быть тут камни или нет. Куб также имеет потерю в виде одного камня, остальные на месте. Еще одна подвеска с камнем, кристалликом из стекла.
Тут, возможно, также была вставка с стеклом. Здесь есть потеря. В общем, очень много потерь у подвесок. И здесь есть маркировка, что это браслет выполнен из серебра 925 пробы. Даже несмотря на утраты камней в изделии, очень приятно, что нам попался с вами серебряный браслет. Он такой красивый, акцентный. Я думаю, что при желании его можно отреставрировать и вернуть ему его полноценную былую красоту. Вот так смотрится на руке. Он достаточно крупный, но поскольку тут имеется цепочка, его можно легко укоротить даже на мою тонкую руку в 14 сантиметров. Вот такая красивая находка у нас сегодня с вами попалась. Двигаемся дальше. Вижу сережки. Опять же, любимый мне дизайн. Эмаль. Не устаревающая форма, силуэт и расцветка. Маркировки здесь нет. Но, тем не менее, состояние у них отличное. Носится вот так, широкой частью к низу. Очень лаконичные, очень стильные, и я думаю, такие всегда украшения были и будут в моде. Так, поехали дальше. Какие-то бусы, и у них запутавшаяся серьга. Так, ага, это браслет, это не бус, друзья, это браслет на классической для 60-х, 70-х застежки. Возможно, здесь отсутствует одна круглая бусина, имитирующая жемчужину. И вот такой многорядный браслет с цепочками имитацией жемчуга. Давайте я его примерю. Так это все примерно выглядит. Я думаю, что найти такую жемчужинку не составит труда. И вернуть ему его былую красоту. Есть совершенно небольшие сходы покрытия, маркировок здесь нет. Бусы тяжелые, похожие на стекло или натуральный жемчуг, скорее стекло. Да, это стекло, потому что есть небольшие утраты покрытия самих жемчужин. Смотрим с вами как есть. Маркировок тут нет. Собран на нитку и такой средней длины. И далее, не уходя далеко от жемчуга, я уже вижу эти серьги. Красивые акцентные серьги в виде сердец с имитацией под жемчуг. И это у нас с вами бренд. По логотипу сразу видно, что это бренд Premier Design. Предположу, что это где-то 90-е, может, конец 80-х. Красивые, яркие, крупные и акцентные серьги. Вот такие серьги в виде крестиков из розочек. Предположительно 60-е, 70-е, старенькие. Но сохранность у них очень даже хорошая. Маркировок нет. Такие украшения, я бы сказала, что они очень в духе современной Dolce Gabbana. А может даже и винтажных кутюрных коллекций от Dolce. Далее у нас опять клипсы. Ромбы такой скошенной формы. Опять же, 80-е годы. Такие яркие и необыкновенные. Маркировок нет. Ох, какая красота, друзья, нам сегодня с вами попадается. Очень красивые клипсы с глубокой синей эмалью, вставками с золотым тоном. Есть небольшие сходы покрытия на части подвижного элемента клипсы.
И у нас здесь есть маркировка. Это бренд Avon. Ну, такая очень приятная и красивая находка у нас сегодня с вами от бренда Avon. Далее серьги, предположительно 70-е, судя по их форме и дизайну. Красивого зеленого оттенка. Бусина выполнена, скорее всего, из пластика. Маркировок нет. Еще один прекрасный представитель винтажной бижутерии. Это маленькие пусеты из зеленого камня. Они очень ярко зеленые. Надо будет их проверить, но предположительно это стекло. Маркировок нет. Заглушечки уже поржавели. Но такие маленькие, яркие и необыкновенные пусетики. Мне нравятся. Я уже вижу эти старенькие сережечки на вот таком винтовом механизме. Слазит покрытие, но при желании эти бусины возможно отреставрировать. И про вставочки, камушки с хрусталики такие с эффектом Aurora Borealis. Маркировок на них нет, но тем не менее они дожили до сегодняшнего дня лишь с утратой покрытия на бусинах. Возможно, от неправильного хранения где-то во влажной среде. Еще одни клипсы на винтовом механизме, без маркировок. Такие полусферы из тонкого и легкого металла. Сложно сказать, механизм сам вот этот старенький. Я предположу, что это где-то 50-е, 60-е. Вижу колечко необычное. Давайте мы его примерим. Такое на резиночке с шариками. Видите, здесь шарики, как в форме цветочков металлических. И по центру два разделителя с кристалликами и один большой квадратный кристалл кубической формы. Такое необычное колечко. Подойдет абсолютно на любой размер пальца. Даже на очень-очень маленький. Не часто, кстати, встречаю в распаковках кольца, поэтому это всегда особо приятно. Вижу какие-то старенькие сережки с эмалью. И на них есть маркировка о том, что это стерлинговое серебро. Всегда приятно находить изделия из серебра, особенно с эмалью. Затрудняюсь ответить про их возраст, но точно не современные. Очень красивые серьги со сквозной застежкой, без маркировок. Кристаллы очень хорошего качества. Я бы даже сказала, что это что-то около Сваровски. И посмотрите, как тщательно закреплены в крапана кристаллы на верхней части сережек. Вот эти 3 круглых темных черных камня. Однозначно ценный экземпляр. Хорошая пайка. Есть небольшие следы окисления. В остальном прекрасная находка. Еще одни старенькие серьги, скорее всего, 70-х. Нам уже с вами в предыдущей распаковке, в одной из предыдущих распаковок попадался похожий материал. Какое-то художественное стекло, в общем. Металл окислился. Маркировочек нет. Напишите, встречали ли вы подобные изделия
И, собственно, как вам подобный дизайн? Они достаточно яркие и акцентные. И завершает наш сегодняшний обзор. Это две сережки-кольца с узором флёр-де-лис королевской лилии в золотом тоне, без маркировок. Предположу, что это что-то около современное, возможно, нулевые. Хорошая конструкция, когда нету никаких дополнительных застежек. Они надежно держатся на ушке и никогда у вас не потеряются. Вот такая яркая распаковка огромной 3-килограммовой посылки с eBay у нас сегодня с вами получилась. Это была ее финальная часть. Для тех, кто хочет посмотреть себе и приобрести какие-то украшения, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал и также есть телеграм-сообщество под названием Винтажники, где я жду всех влюбленных в винтаж и готова с вами общаться хоть круглые сутки. Что ж, я благодарю вас за лайки, подписки. Обязательно пишите свои комментарии, что вам нравится, а что нет. Всех обнимаю и до встречи на новых распаковках. Пока-пока!